Здравствуйте, друзья! Славянские праздники июля. Ближе к середине года многие праздники наших предков посвящались подготовке к скорому сбору урожая. И еще, как и в другие месяцы, борьбе добра со злом, в которой добро неизменно одерживало победу. 2 июля – день снопа Велеса. На второй день июля, когда жара все прибывала, а дни понемногу становились короче, в славянские земли приходил праздник Велесова снопа, открывавшего пору сенокоса. Именно с этого дня традиционно начинали косить и заготавливать сено. Скошенное сено увязывали в снопы, и последний сноп считался воплощением Велеса, скотьего бога и покровителя всего сельского хозяйства. Сноп устанавливали в капище и приносили ему жертвы до окончания осенней жатвы. В это же время полагалось закончить пахоту и начать готовиться к севу озимых. Старинная поговорка донесла до наших дней расписание сельских работ июля. До Велесова дня вспахать, до Перунова дня взборонить, до Спаса посеять. Еще один обычай наши предки соблюдали в этот день – почитание Алатырь камня, по преданию запирающего вход в подземный мир Нави. Считалось, что лишь Велесу под силу откатить от входа в царство мертвых огромный тяжелый Алатырь, а стало быть, без него души умерших славян никак не могли попасть туда, где им надлежало находиться. Камень, поставленный в капище возле Велеса, обычно покрывали бычьей шкурой, а в день совершения обряда обливали его родниковой водой. Вода после этого становилась целебной, и ее использовали при лечении. На Алатыре также оставляли обереги, чтобы они напитались чудесной силой камня. 5 июля – месяцевые именины. Спустя 3 дня после Велесова снопа наши предки праздновали именины месяца и заодно чествовали его родителей – рогатого Велеса и луналикую Мару. Согласно народным поверьям, месяц имел множество воплощений. Он был и Велесовой ладьей, на которой души умерших переправлялись в загробный мир, и серпом Мары, рассекающим нити жизней, и навьей чарой, чашей колдовства, половину месяца наполняющейся, а вторую половину убывающей. В месяцевые именины славяне выходили смотреть, как играет именинник. Если он то перебегал с места на место, то изменял свой цвет, то прятался за облаками, то выходил из-за них, считалось, что общину ожидает обильный урожай. Если же праздник приходился на новолуние и чудесный серп не был виден на небе, наши предки верили, что в это время он освещает Велесовы луга в Нави. Это поверье сохранилось в заговоре от зубной боли, произносимом на молодой месяц. Лекарь вопрошал месяца, побывал ли он на том свете и видел ли мертвых, затем интересовался, болят ли у мертвых зубы, и наконец говорил, обращаясь к больному: «Как у мертвых зубы не болят, так пусть не болят и у тебя». В праздник под лунный свет на всю ночь выкладывали Велесовы обереги и ритуальную утварь, прежде всего серебряную, ту, что использовалась в обрядах в честь Велеса и Мары. Считалось, что так все предметы приобретают особую магическую силу. В именины месяца особенно удачно проходили обряды избавления от болезней и различных злых наговоров. Полезным полагали также провести чистый обряд, убраться в доме, вымыться в бане и сменить всю одежду на чистую. После этого месяц должен был подарить хозяевам здоровье, а их дом наполнить достатком. Волхвы в именинную ночь выходили созерцать ясный месяц, чтобы умножить свою мудрость с помощью вещего Велеса, но обычным людям долго смотреть на месяц в этот день было заказано. Наши предки верили, что у таких Мара может выпить всю жизненную силу. 20 июля – Перунов день. 20 июля приходило время самого воинственного из славянских богов. На землю являлся Перун-громовержец, чтобы принять жертвы, порадоваться воинскому духу и наказать противников языческой славянской веры. Этот день был профессиональным праздником всех воинов, защитников Родины, готовых встать за русскую землю против любого врага. По легенде, павшие на поле боя славяне попадали в небесный Перунов полк и вечно хранили всех честных людей от зла. Мужчины в этот день приходили к капищу вооруженными, кто ножом, кто топором, а обученные воины с мечами наперевес. Славление начиналось с торжественного шествия с песней. Такой вид в те далекие времена имели воинские парады. После шествия происходил торжественный обряд освящения доспеха.
На щитах возле капища раскладывались ножи, копья, мечи, топоры и другое холодное оружие. Перед Перуновым идолом совершались жертвы. Перуну приносили быка или петуха, непременно одноцветного, лучше всего красного. На свежей жертвенной крови волхвы заговаривали оружие, после чего мазали кровью лоб каждого воина. После этого он становился неуязвимым для противника. Рядом с капищем разжигалось 8 костров, а 9-й горел посередине. В этом огненном кругу воины сражались между собой на кулаках или мечах, показывая перед громовержцем свою силу, мужество и ратное умение. Тот, кто не решался в Перунов день выйти биться в круг, рисковал подвергнуться всеобщим насмешкам и презрению. Для юношей в день праздника проходило посвящение в воины. Жрецы совершали над ними обряд вхождения в мир мертвых. Отроков как бы убивали, затем укладывали на землю навзничь с закрытыми глазами. С этого момента никто, кроме волхвов, не должен был с ними разговаривать. Как мальчики они считались умершими для мира людей, а после успешного прохождения испытаний должны были возродиться мужчинами и воинами. В ритуал посвящения входило 4 испытания. Первый из них составлял переход через огненную реку, площадку горячих угольев шириной в несколько шагов. Юноши должны были погрузиться в состояние отрешенности, чтобы преодолеть препятствия и не обжечься. Второе испытание включало путь с завязанными глазами к родовому столбу или определенному дереву на расстояние 30-40 шагов. Трудность была в том, чтобы запомнить путь и пройти его затем по памяти, используя слух и осязание для выбора направления. На третьем этапе испытуемые должны были выбрать среди предметов самый нужный воину и за 3 попытки отгадать несколько загадок. На 4-й ступени испытания молодежь делалась объектом настоящей охоты. В их задачу входило за определенное время уйти от облавы, спрятаться в лесу или в траве, а затем проскользнуть мимо стражей к священному дереву и коснуться рукой листьев. После этого жрецы возвращали к жизни всех прошедших испытания, объявляли их полноправными воинами, и славянская община приступала к пиру. На столы в Перунов день выставлялось в основном мясо, дополняли мужскую еду каши и пироги, а также напитки – хмельной мед, пиво, квас. В день, посвященный воинской славе, волхвы советовали не забывать и о любовных делах, где тоже проявлялась мужская доблесть. После праздника воинам полагалось провести ночь с женщиной, чтобы подтвердить свое умение и в любовных битвах. 26 июля – Чуров день. В конце июля 26 числа славяне чествовали божество не самое известное, но глубоко уважаемое нашими предками. Да и мы тоже прекрасно с ним знакомы. Когда дети в песочнице кричат «Чур моё!», они, сами того не зная, поминают древнего Чура, охранителя собственности, сторожа родовых обычаев, защитника границ и покровителя домашнего очага. На межах своих участков члены славянской общины насыпали бугры и огораживали их чистоколом. Такая заградительная полоса считалась неприкосновенной, и никто не рисковал самовольно нарушить границу из страха разгневать строгое божество-охранителя. В Чуров день глава семьи обходил владения по рубежной черте, гоня перед собой скотину, пел гимны и приносил дары к изображению Чура, установленному на каком-либо участке межи. В яму возле его изображения складывали караваи хлеба, лили мед и молоко. Славяне знали, что довольный жертвами бог может поломать соседскую саху, забравшуюся на чужой участок поля, или затупить топор, рубящий деревья в чужом лесу. В праздник нельзя было находиться вдали от дома, вся семья обязательно должна была собраться внутри границ своего хозяйства. Чур охранял людей и их добро не только от бессовестных соседей, но и от нечистой силы. При опасности наши предки вспоминали этого бога и чурались, произнося «Чур меня», то есть просили «Чур, побереги меня». Эти просьбы бог исправно выполнял, охраняя имущество от воров и души от нечисти. Автор статьи Екатерина Кравцова. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.